Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Второй расклад. Неожиданности и сюрпризы июля. Давайте узнаем, каковы же в оставшееся время вас могут ожидать сюрпризы и неожиданности, как видят это карты. И у нас сегодня две колоды. Колода старинного цыганского пасьянса и колода Таро. Как раз пасьянс больше будет рассказывать о событийном ряде, о том, что вот как действия с нами происходят. А карты Таро нам раскроют, может быть, ваше эмоциональное состояние. Или еще какие-то подсказки нам дадут. Будем, конечно, реалистами, безусловно, у кого-то может вообще ничто не проиграться. Но я так надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какую-то свою историю, может быть, вы сумеете на пару шагов вперед просчитать. Или иногда возможности к нам приходят совсем не так, как мы это вначале представляли. И тоже, как какая-то репетиция для себя, наметить, что я буду делать, если вот таким образом, а не так, как я представляю, будут складываться события. Словом, давайте посмотрим, что нам карты цыганского пасьянса, так называется. Это маленькая колода. Что они нам расскажут? Я буду соединять значения, и вы тоже смотрите. Если я что-то упустила, напишите, мы обсудим. Каков будет период до конца июля? Какие неожиданности и сюрпризы? А может быть, не будет ни неожиданностей, ни сюрпризов. А все вот как-то так ровно, гладко, размеренно. Действительно, ровно, гладко и размеренно. У вас выпадает свеча, спокойное течение жизни. Вы по какому-то поводу можете сомневаться. Или, вот смотрите, скрещенные мечи – это то, чего нет в реальности. Это то, что где-то на глубине наших эмоций отчасти. Это не действие. Вы хотите что-то осуществить, но сомневаетесь именно в результате. Получится, не получится. Какой-то вот внутренний диалог, который, в принципе, в реальной жизни не значит ничего вообще. Поэтому не мешайте сами себе. Не добавляйте того, что, ну, как бы оно не присутствует в жизни нас самих. Мы додуматься иногда до таких высот можем, а реальность, она как-то призывает увидеть ее по-другому. Ладно, давайте посмотрим, что еще у вас совпало. Я не вижу пока совпадений. Но в то же время я не вижу никаких преград, правда? Вот смотрите, мечи, если мы сказали, два скрещенных меча, тревога, внутреннее состояние. И дальше. Есть такое значение, как, к примеру, маска – это скрытый враг. В разных плоскостях части карт или этого значения. Есть змея, тоже не совпало. То есть вам фактически ничто не мешает осуществить какое-то ваше желание, намерение, цель, мои дорогие, да. Вы сами себе не мешайте. Правда, какой-то ненужной философии глубокой, как раз по мечам, то, что совпадает. И посмотрите, карта, точнее, значение подковы, семейное счастье. Это и дома все хорошо, с учетом, тем более, свеча, спокойное течение жизни. Это какие-то могут быть не только, что вы дома, но у кого-то и буквально может быть отдых, отпуск дома, но это еще и по вопросам имущества, жилья, какие-то согласования могут проходить, когда вы что-то улучшаете, реструктурируете, у кого-то ремонт, или все же это счастье, поэтому отчасти это приятные положительные эмоции, это любовь, мои дорогие, это взаимопонимание, это нежность, это ласка, это когда просто мы счастливы, поэтому какие-то очень приятные события. Вот смотрите, нужно было пройти практически все карты, прежде чем нам раскрывают самый главный смысл. И, может быть, у кого-то из вас
это вот какая-то ситуация, на начало еще ваши сомнения или какой-то внутренний диалог. А реальность она другая, и она во второй половине, действительно, мы как раз смотрим с вами, где-то вторая половина, вот-вот на пороге уже июля месяца, и ближе к концу, как выпадает подкова, семейное счастье, так и колчан со стрелами, полное исполнение желаний. У кого-то могут быть согласования по части в инстанциях или в каких-то, вот книга «Казенный дом». И здесь могут быть как любого ранга и любого направления чиновники или просто какие-то организации, учреждения, куда вы идете что-то согласовывать или подписывать, может быть, какие-то бумаги. Нам показывают это в нейтральной позиции, но с учетом колчана со стрелами и полного исполнения желаний у вас все получится осуществить. Поэтому какие тут сомнения? Спокойное течение жизни, но разве что кому-то из вас захочется драйва, а драйва как такового, ну, я не вижу, по крайней мере, по этим картам. Это не значит, что его не будет. Вы его можете себе всегда организовать, почему нет. Но сказать, что какая-то турбулентность или на вас влияют какие-то обстоятельства, начинают вам, ну, словно перекраивать жизнь, нет, этого нет. Тут скорее вы в своих энергиях и осуществляете то, что вы хотите. Здорово. Давайте мы на колоде Таро немножко раскроем значение всех этих карт. Вот и так бывает под самый финал. Выпадают такие прекрасные значения, которые стоят всего нашего расклада. Поэтому звезды и планетарно к вам благосклонны, и поэтому лето – это время личной жизни, да и вообще вторая половина года. Она не такая, как первая, даже планетарно. Неожиданности и сюрпризы. Давайте достану карты. Что, как неожиданности, мои дорогие, для вас? Ну, не совсем неожиданности. У кого-то будет получение денег после долгого периода ожидания. Или когда есть какой-то проект, может быть, как вторичный заработок, которому вы будете уделять внимание. По семерке пентаклей дерево денежное показано, которое идет в рост. И опять же, нет неожиданностей, где-то больше об этом карта свидетельствует. Давайте еще достану карту. Неожиданности и сюрпризы. Куда-то поездка или отъезд, или переезд человека к вам, или вы куда-то отъезжаете, может быть, как путешествие, может быть, по работе какие-то будут командировки, поездки, или для того, чтобы решить какой-то финансовый вопрос. По десятке жезлов, по сути дела, мы, ну, где-то отказываемся от рутинной работы, и правда, у кого-то будет отдых. Ведь карта нам говорит, удели внимание самому себе, оставь часть каких-то рутинных обязательств. Вот для тебя сейчас важна или важен ты сам, потому что усталость уже где-то превысила все мыслимые пределы. Десятка жезлов – это действительно в первую очередь мы уходим от работы. Сам по себе какой-то отдых или даже если путешествие, ну, может быть, и даже по работе, но каким-то образом это то, что способствует вдохновению. Может, и придется куда-то поехать, отправиться. Давайте я достану еще одну карту, что это будет означать. Но это будет тогда точно драйв. Если кто хотел, то может себе организовать. По пажу жезлов. Жезл очертил один круг. И уже нам говорят, какой-то прежний этап жизни закончен. И есть желание что-то осуществить. Вы примите какое-то важное решение. И вот если мы говорили, были сомнения, они у вас пропадут. Хорошо, каковы же сюрпризы? То, что со знаком плюс для вас. А вот что-то по судьбе у вас решается. Карта Иерофант вот по этой лестнице вот так вверх. Неуклонно, уверенно, надежно. У кого-то ведь эта карта иногда свидетельствует о очень важных таких процедурах, которые мы, ну вот как бракосочетание. Или, может быть, это венчание. Или когда друг друга, может быть, вы даете обещание, и это будет как помолвка. Или какие-то еще другие важные вехи в вашей жизни, которые вас именно ведут к изобилию, процветанию. У кого-то из вас построение карьеры. Если вы занимаетесь преподавательской деятельностью, карта Иерофант,
у вас уже где-то в июле могут наметиться серьезные предпосылки или даже шаги к тому, чтобы, ну, головокружительную карьеру сделать. Ну и для всех вас, мои дорогие, возможность как судьбы изменить кардинально в сторону уверенности, собственного успеха. Причем уверенности вот так в квадрате. Когда и в сегодняшнем дне нам хорошо и уверенно, так и в завтрашнем. Все идет только по пути к прогрессу, и карта нам об этом показывает. Более того, старший аркан Иерофант, словно пространство, ангелы, вселенная вам помогают. Как правда, тут какие-то сюрпризы очень добрые вас ожидают. Карта Иерофант где-то сродни вот этому колчану со стрелами и исполнению желаний. Может быть, и важные какие-то согласования тоже проходят по этой карте, когда мы уважаем традиции, уважаем где-то закон, порядок или свою жизнь как-то организовываем по-новому. К этому будут возможности. Каковы же еще сюрпризы? Четверка пентаклей. Эта карта, хоть я ее называю карта жадины, но это когда мы все сохраняем. Поэтому какой-то вот этот ступенчатый успех, когда одну ступень прошли, осмотрелись, сохраняем и идем дальше. Вот в каких-то таких энергиях, да, сюрпризы будут. Как оставить какую-то рутину или, может быть, тяжелую работу и попросту отдохнуть или поехать в отпуск. Или для себя с чем-то определиться, может быть, и с кем-то. У кого-то будет проигрываться личная жизнь. Но, значит, вы можете принять какое-то очень важное решение, мои дорогие. И для вас, как знаете, весь мир перевернется в хорошем смысле. Вы увидите те грани радости, счастья, возможностей, которые по какой-то причине, возможно, из-за сомнений, из-за ненужной глубокой философии на мелком месте, были прежнее время закрыты. И вам захочется это удерживать. Вам не захочется упустить какой-то очень добрый момент. Или вот эти взаимоотношения ваши, которые могут раскрыться, допустим, для людей в паре с новой силой. А у кого-то из вас прежняя дружба может перейти на новый этап отношений, уже как бы по смене статуса. И карта Иерофант нам об этом тоже говорит. Прекрасный расклад. Давайте я достану еще одну карту, как совет или вообще как неожиданности и сюрпризы. Но вот она нам снова подтверждает все то, что я сказала. Уже не достаю тройка жезлов. Это всегда, с одной стороны, карта якоря, уверенности, новых перспектив, новых горизонтов, нового качества жизни, новых возможностей. Девушка остановилась лишь на миг для того, чтобы проверить, все ли у нее готово. Вот для того, чтобы отправиться в какое-то путешествие, может быть, само по себе путешествие или жизненное путешествие. Но карта говорит о том, что оставь какой-то прежний жизненный этап. Ты несколько во власти как высших сил. У тебя в жизни сейчас происходят перемены, и ты как раз вот на этом пороге перемен. Да, придется принимать важные решения. Придется, и главное, будет к этому желание, жезлы. Это ведь всегда, и у вас выпал еще тем более паж жезлов. Это всегда наполненность не только желаниями, а еще и уверенностью в собственных силах. Что да, я смогу осуществить какой-то проект. Поэтому у кого-то это может проиграться в делах, в работе, в деньгах, кстати, все-таки жезлы. Но у кого-то это может быть вопросы, могут быть вопросы и личной жизни, и, повторюсь, даже переезда, смены статуса. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.